Здравствуйте, друзья! Я наконец получил слот на переход в США на 23 февраля. Сделал своеобразный подарок к этому числу для себя. И теперь решил опубликовать инструкцию краткую на основе своего опыта использования приложения, его тестирования с 12 января, как только оно появилось, и получение слота на 23 февраля. Получил я его сегодня, 10 февраля. Первое, что нужно сделать, это скачать приложение CBP One и открыть приложение. На первый раз выбираем «Зарегистрироваться», в дальнейшем «Вход». В верхнем поле вводим ваш адрес электронной почты, выбираем язык, ставим галочку «Я прочитал», жмем «Отправить». До этого надо зайти в почту Gmail и создать почтовый ящик. Об этом подробно писать не буду, как говорится, Google в помощь. Коротко скажу: жмем аккаунт Google, добавить аккаунт, дальше создать аккаунт. В открывающемся окне жмем для себя, далее вводим имя, фамилия, день, месяц рождения и пол. Далее выбираем предложенный вариант адреса электронной почты, далее придумываем пароль, далее пропустить, далее конфиденциальный жмем принимаю, и ваш аккаунт готов. Сворачиваем окно. Проверьте электронную почту. Заходим, находим входящее письмо и жмем «Подтвердить почту». Открывается вкладка CBP One в окне Gmail с текстом «Создайте надежный пароль». Создаем пароль для приложения и жмем «Продолжить». Открывается вкладка «Настройка метода аутентификации». Выбираем приложение для проверки подлинности. Следующее текстовое или голосовое сообщение. И еще один пункт «Резервные коды». И нажимаем «Продолжить». До этого надо установить приложение Аутентикатор, ссылка в описании. Открывается вкладка «Добавить приложение для проверки подлинности». Здесь делаем все по порядку. В приложении Аутентикатор копируем код аутентификации и вводим в окно приложения через вкладку Gmail. В следующем окне вводим номер телефона для приема СМС, ставим галочку «Текстовое сообщение» и жмем «Отправить код». Проверяем почту, копируем код из письма и вставляем в окне Gmail, далее жмем «Отправить». Открываем окно, вы уверены, что хотите использовать резервные коды. Здесь жмем «Продолжить». Открывается вкладка с резервными кодами, жмем «Копировать» и «Продолжить». Коды вставляем в записную книжку или в любое другое удобное место. Открывается вкладка «Продолжить CBP One». Жмем «Продолжить». Открывается вкладка CBP One «Использует». Жмем «Продолжить». Открывается приложение CBP One. Жмем «Accept» и возвращаемся к пункту 3 этой инструкции. Жмем «Вход». Открывается вкладка приложения CBP One. Выбираем в следующем окне жмем «Land» и «Продолжить». В следующем окне жмем «Submit Advanced Information». В следующем жмем «English» и «Продолжить». В следующем жмем «Продолжить». В следующем жмем «Submit Advanced Information». В следующем жмем «Add Individual». Открывается окно «Take a photo» и «Biographical Information». Здесь жмем «Take a photo». Открывается окно для фотоконтроля с контуром лица. Здесь важно сделать селфи-контроль.
Для этого требуется хорошее освещение. Интернет. При нажатии на топ Anywhere to Continue начинается соединение с сервером. Начинается крутиться герб. Если соединение не происходит и селфи не получается, можно попробовать открыть Google карты и проверить геолокацию. Если не получается, можно попробовать режим самолета на 10 секунд. Если не получается, можно перезагрузить смартфон. Но селфи надо сделать не ранее, чем за 3 часа без 3 минут до раздачи слотов. Иначе приложение сбросит соединение и все придется делать заново. Если вы сделаете селфи и заполните Submit Advanced Information до вкладки Request Port of Entry, пункт 33 нашей инструкции, то когда потребуется выбирать дату и время, программа не запросит фотоконтроль. Это очень важно. При выполнении селфи-контроля, когда на экране появляется рамка для лица, надо сопоставить контур лица с рамкой в программе, не двигаясь, и ждать окончания. Если все хорошо, то появится окно с галочкой. Затем открывается окно с фото вашего лица и Biographical Information, которую заполняем по порядку. Данные о себе. Документ Information, выбираем паспорт, вводим данные паспорта, затем жмем Continue. Следующим вводим электронную почту, на которую будет отправляться важная информация. Employed, выбираем No. Travel Information, можно поставить No. Затем жмем Continue. Travel Information можно добавить на других этапах иммиграции, например, если у вас 2 паспорта. Затем открывается окно Family Information, жмем Continue. Следующим жмем Continue. Открывается окно USA Address Information. Вводим адрес поручителя, номер телефона поручителя, Emergency, ставим галочку I do not have one и жмем Continue. На вкладке Permanent Address, адрес в России, ставим I do not have one. Можно поставить позже, если потребуется. Старайтесь не вводить лишней информации. Ниже ставим No и кликаем Continue. Открывается самое главное окно Request Port of Entry. Жмем на Request Port of Entry и выбираем удобный порт. Кликаем по порту. Открывается окно, в котором надо ждать раздачи даты и времени перехода. В моем случае в Иллинойсе время появления слотов 8 утра. То есть мне надо было сделать фотоконтроль с 5:03 и до этого времени. Заполнить всю Biographical Information до Request Port of Entry и ждать. На момент получения слота 10 февраля у меня было несколько аккаунтов, 3 смартфона, один из которых мне отдал уезжавший 10 февраля через Hidalgo Т, назовем его так. Привет, Т, если ты меня слышишь или читаешь. И я уже пытался получить слот с 18 января 2023 года, 23 дня, а если считать с 12 января 2023 года, когда вышла бета-версия приложения, то почти месяц. За 1 минуту до появления слотов или ровно 8 часов надо поменять Port of Entry, выбрав наиболее предпочтительный для проверки работоспособности приложения. И как только появляется дата, кликаем по ней, появляется время ниже и время, если не видно, прокручиваем ниже, кликаем по времени, нажимаем Continue, затем 2 раза Submit. Все надо делать очень быстро. В результате успешного получения слота должно открыться окно с галочкой и надписью Submitted Scheduled. Именем и номером аккаунта можно сохранить на скриншоте или почте, но на почту обычно приходит письмо с файлом слота. Я поймал на старый Honor Android, то есть от телефона не все зависит, важно сделать все правильно. Для физического перехода желательно заранее сделать на бумаге страницу слота Submitted Scheduled. Инструкция создана 10 февраля 2023 года на основе тестирования приложения с 12 января 2023 года и получения слота
на 23 февраля 2023 года.